И снова здравствуйте! Я рада вновь приветствовать вас в нашем уютном домашнем уголке. Сегодня мы будем готовить очень ароматное и вкусное блюдо грузинской кухни. Мясо с овощами в гранатовой заливке под хлебной крышечкой. Нежнейшее блюдо, которое просто тает во рту, а помакать этим хлебушком – это вообще блаженство. Стоит попробовать, даже не сомневайтесь. Не описать, как это вкусно. Подписывайтесь на наш канал, найдете еще много интересных, вкусных, простых и нескучных рецептов. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новинки. Ну а мы начинаем. Начнем мы готовить наше блюдо в горшочках приготовления теста. Высыпем стакан муки, добавим дрожжи и чайную ложечку сахара, перемешаем. Начинаем постепенно добавлять воду и замешиваем тесто. Вода между теплой и горячей, не кипяток и не холодная. Кстати, тесто можно использовать готовое, дрожжевое, слоеное, какое у вас есть. Или же приготовить любое тесто, которое вы обычно готовите. Добавим немножечко растительного масла, 3 чайные ложечки соли. Если надо, добавляем немножко муки и вымешиваем обычное мягкое тесто. Готовое тесто накроем полотенчиком и уберем пока в сторону. И займемся мясом. Поставим сковородку на огонь и разогреем ее с 2 ложками растительного масла. Тем временем мясо обваляем в муке. Я использую сегодня телятину, нарезала ее вот такими примерно кусочками, достаточно крупными. Подойдет абсолютно любая мякоть, какую вы любите, но нарезать крупненько. И обжарим его до румяной корочки с 2 сторон. Мясо выкладываем одним слоем. То, что не поместилось в этот раз, обжарим в следующей партии. Переворачиваем на вторую сторону. Перекладываем первую партию мяса на тарелку. И таким же образом обжарим оставшееся мясо. Пока мясо дожаривается, займемся луком. Нарежем его полукольцами. Возвращаем первую партию мяса на сковородку с соками совсем, что как оно есть. Перемешиваем. И сразу же добавляем лук на сковородку. Все вместе как следует обжарим. Обжариваем мясо с луком, пока лук не станет золотистым. Грецкие орехи нам нужно измельчить. Можно нарезать ножом, потолочь в ступке, или же я измельчу при помощи вот такого кухонного измельчителя. Вот таким вот образом будет в самый раз. Не очень мелко и не очень крупно. Выключаем огонь под мясом. Мелко нарежем кинзу. Теперь мясо мы первым делом солим по вкусу. И добавляем все приправы. Приправы у нас сегодня чайная ложечка хмели-сунели и по половинке чайной ложечки сушеной кинзы, кориандра, сладкой паприки и черного перчика. При желании можно добавить любые приправы, которые вы любите. Все это как следует теперь перемешиваем. Добавляем выдавленный чеснок, орехи и кинзу. Кстати, зелень сюда подойдет любая, какую вы любите. Мы любим кинзу. И все это как следует перемешиваем. Мясо готово, подготовим оставшиеся компоненты для горшочков. Болгарский перчик нарежем небольшими кубиками. Помидорки также нарежем кубиками. Ну а теперь собираем наши горшочки. На дно выкладываем немножечко помидор, болгарского перчика, мясо с луком и совсем вкусным. И сверху еще немножечко помидорок, совсем чуть-чуть. И болгарского перчика. Таким же образом наполняем оставшиеся горшочки. А заправлять мы наше мясо по-грузински сегодня будем гранатовым соком. Нам понадобится стакан свежего гранатового сока или любого гранатового сока, который вы найдете, и стакан кипятка. Или же, кто любит, можно использовать красное сухое вино. Тогда мы берем полстакана красного сухого вина и 1,5 стакана воды. Жидкости в общей сложности нам нужно 2 стакана. Соединяем гранатовый сок и кипяток. Какая красивая жидкость получилась. Эту жидкость разливаем по горшочкам. У меня горшочки небольшого размера. Если у вас горшочки будут полкилограммовые и побольше, то тогда по полстакана, и как раз эта порция на 4 горшочка. Я же разолью примерно по 1/3 стакана на мои 5 горшочков. Они не должны быть полные, жидкость не должна доходить до верха, а вот именно такого количества будет в самый раз. И теперь крышечки. В принципе, можно закрыть обычными крышечками, но лучше сделать крышечки из теста. Таким образом, мясо будет тушиться, и ароматы будут подниматься вверх в крышку и уходить конденсатом вниз, и мясо будет сочнее и вкуснее. Тесто как раз подошло. Выложу его на рабочую поверхность.
Немножко раскатаем вот такую колбаску, разделим на нужное количество частей. В данном случае 5 крышечек нам надо. Теперь из каждого кусочка сделаем крышечку. Но если вы не хотите возиться с тестом, то можно использовать готовое, любое. Они очень вкусные, и поэтому я сделала такое дрожжевое, чтобы было приятно кушать. Вот крышечка достаточного размера, и теперь ее просто вот таким образом накрываем. Также накрываем все остальные. Ну вот, все и готово. Теперь мы разогрели духовку до 200 градусов и первые 20 минут будем выпекать при этой температуре. Потом уменьшим температуру до 170 градусов и будем выпекать еще в течение часа. Если вы увидите, что крышечки немножечко поджарились слишком сильно, то в таком случае просто накройте их фольгой и продолжайте выпекать. А вот и наши замечательные горшочки. Как я и сказала, они пробыли в общей сложности в духовке примерно час 20. Где-то через полчаса я их накрыла фольгой, потому как шляпки уже были готовы. А теперь мы заглянем вовнутрь, посмотрим, что у нас там внутри. Посмотрите, какая красота. Мясо, овощи, все вместе. А этой шляпкой помакать вовнутрь, это просто блаженство. Посмотрите, запах стоит просто сумасшедший, и не только у нас дома, у соседей тоже. Согласитесь, блюдо выглядит очень красиво, нарядно, аппетитно, а вкус просто песня. Мы вообще очень любим кавказскую кухню, так как мы родом из Кавказа, а грузинскую в частности. Это мясо с орехами и в гранатовом соке, оно просто потрясающе вкусно. Обязательно попробуйте и приготовьте. Уверена на 100%, что вам понравится это блюдо. Пишите комментарии, будем с нетерпением ждать. Для нас это очень важно и очень приятно, а вам это совсем не сложно. Живите в кайф, живите в удовольствие, радуйте своих родных. А мы от всей души желаем вам удачи и успехов. До новых встреч в наших новых видео. Всем пока!